Всем добрый день, рада вас видеть на своем канале, меня зовут Олеся. Сегодня приготовлю вот такой вот классический шоколадный рулет. Готовится он очень просто, присоединяйтесь. Берем следующие продукты, которые вы видите у меня на столе. 5 яиц, 150 грамм сахара, 25 грамм какао, 125 грамм муки, щепотку соли, 2 столовые ложки горячей воды. У меня очень мелкие были яйца, поэтому вместо 5 на экране вы сейчас видите 6. Если у вас такие же совсем маленькие яйца, можете использовать 6. Если достаточно крупные, то используйте 5 яиц. И расчет сахара самый простой. На одно яйцо идет 30 грамм сахара. Нужно отделить белки от желтков. Я это делаю при помощи ложки разделителя. Подготовьте посуду. Это не обязательно, но я советую так сделать. Просто протрите уксусом. Уксус удалит возможные какие-то следы жира. Насухо протрите салфеткой и только потом начинайте взбивать белки со щепоткой соли. Взбиваем до легкой пены и постепенно потом вводим сахар небольшими порциями, буквально по 1 столовой ложке. Каждую порцию тщательно взбиваем. И продолжаем потом взбивать до мягких пиков. Вы увидите, начнут оставаться следы от венчиков. И если приподнимете венчики, останутся вот такие вот мягкие пики. Только после этого добавляем по одному желтки. Скорость миксера уже можно уменьшить. Добавили один желток, размешали. Добавляем следующий. И таким образом вводим все желтки. Перемешиваем. Подготовим сухую смесь. Муку обязательно нужно просеять, также и какао. Какао обязательно просеиваем, потому что там, посмотрите, всегда есть какие-то комочки. Я даже это делаю вот таким вот способом при помощи венчика. Потом вместе соединяю все еще раз венчиком, объединяю какао и муку. Я предпочитаю добавлять все в один прием в тесто. Кто-то предпочитает добавлять по паре столовых ложек. Я же предпочитаю добавить все в один прием и потом вот так вот нежно начинаем объединять массу снизу вверх при помощи венчика либо лопатки. И советую использовать вот такой вот один прием. Берем венчик, либо вводим его перпендикулярно, либо вот так, как я. Считаем буквально до 10 секунд и делаем вот 10 буквально резких движений. Все, тесто готово, не будет никаких комочков, и в то же время процесс не затянут, взбитые белки не опадут. В самом конце аккуратно вводим 2 столовые ложки горячей воды, градусов 50-60, достаточно горячую. Можно заменить ее 2 столовыми ложками растительного либо сливочного растопленного масла. Я использую воду. Все, тесто готово, не даем ему ни в коем случае нигде стоять, сразу же нужно готовить. Выливаем на подготовленный лист стандартный от духовки, я его обязательно застилаю пекарской бумагой и отправляю в хорошо разогретую на 200 градусов духовку. Очень важно перед выпечкой тщательно разровнять тесто, чтобы слой был равномерный, одинаковый, особенно в уголочках, чтобы они не подпекались и не трескались. Выпекается достаточно быстро. Тут очень важно не перепекать тесто. Буквально 10-12 минут, не более, при 200 градусах, напоминаю. Вынимаю из духовки, отделяю бумагу по уголкам, где она залипла. Я не буду даже сегодня сворачивать рулет, просто прикрою влажным полотенцем. Вот так оставляю его прямо на бумаге для выпечки. Прикрою влажным полотенцем и оставлю остывать до теплого состояния, до комнатной температуры. За это время подготовлю крем. У меня это просто обычный ганаш. 150 мл сливок и 80 грамм шоколада растопила, охладила в холодильнике и потом уже хорошо охлажденную смесь взбиваю. Тесто полежало, остыло, слегка теплое. Наношу крем, можно наносить любое повидло, джем. Если будете наносить джем какой-то сливовый, из смородины, в общем, любой джем с кислинкой отлично подходит для шоколадного теста. Можно сразу на горячее тесто наносить и сразу же свернуть. Если есть желание, можно было свернуть горячий рулет в полотенце, либо на бумагу и оставить остывать таким образом, потом развернуть и смазать. Но в этом нет никакой потребности. Я наношу крем на тесто. Если даже будут какие-то микротрещинки, меня они никак не смущают. Это может быть в самом начале, на первых 2 поворотах, когда вы начинаете сворачивать рулет.
Просто его сворачиваем, ничего не будет трескаться, не ломаться, если вы не перепечете тесто. Замечательно все свернется, эластичное тесто и очень вкусный рулет. Приготовьте, попробуйте. Желаю всем вкусной выпечки. Поддержите меня пальцем вверх. До скорой встречи в следующем видео. Всем пока. Не забудьте оставить внизу комментарий.